Всем привет! Я Олег Гегельский, с вами OneBlood. Сегодня у нас очень серьезная тема, это нештатная ситуация выживания в ледяной воде. Поэтому хочу сразу предупредить, смотреть можно сколько угодно, повторять самостоятельно это нельзя, потому что это может представлять опасность для жизни и очень серьезную. Если нет возможности обойти водоем, выходя на лед, нужно подготовиться заранее к нештатной ситуации. Первое, что нужно сделать, все, что может намокнуть, разместить в гермомешок. Одежда, спальник, еда. Непосредственно перед выходом на лед нужно ослабить лямки рюкзака. Можно ослабить одну, полностью, чтобы можно было легко ее снять, либо же обе. В идеале, если рюкзак не тяжелый, можно идти с одной лямкой на плече. А также важным атрибутом безопасного движения по льду является шест, который вам послужит не только для того, чтобы прощупывать сомнительные места перед собой и выполняет функцию опоры на скользких местах, но и поможет вам зацепиться за кромку льда, когда вы провалитесь в полынью, и остаться на плаву. Это очень важно. Кстати говоря, на мне нет ни одного элемента одежды, где содержится хотя бы одна натуральная нить. Почему так должно быть и почему все должно быть синтетическое, посмотрите наш ролик, который мы снимали про экспедиционную одежду, ссылка будет вот здесь вверху. В процессе движения по льду нужно избегать сомнительных мест. Таковыми могут являться растительность на поверхности льда, пропотевание воды на поверхности снега, а также избегать трещин и очень внимательным быть возле заструг и торосов. Но если вдруг случилось так, что вы все же провалились в промоину, правило номер 1 – это не паниковать. Правило номер 2 – сбросить рюкзак. Правило номер 3 – стабилизировать свое положение, не бултыхаться в полынье. Правило номер 4 – глубоко дышать, потому что если вы к гипотермическому удару получите еще и гипоксию вследствие недостатка кислорода в мозге, это может быть смертельно опасным. Правило номер 5 – если в полынье существует течение, нужно развернуться к течению и грести против течения к противоположной кромке льда, чтобы зафиксироваться на ней. Правило номер 6. Если же течение настолько сильное, что вы не можете бороться с ним, сразу же попав в полынью, нужно зафиксироваться локтями на противоположной кромке льда. Выбираясь из промоины на кромку льда, нужно помнить, что делается это на коротком мощном рычаге, на локтях. Ни в коем случае не на кистях, потому что можно повредить суставы, можно повредить сухожилия. И помните, нештатная ситуация может произойти с любым человеком, независимо от уровня подготовки. Так, главное без паники. Дышать, чтобы к гипотермическому удару не добавилась гипоксия. Стабилизировался на шесте. Начинаю движение к противоположной кромке, но сначала нужно избавиться от рюкзака.
Ни в коем случае нельзя выходить на кистях, так называемый спортивный выход. Можно травмировать сухожилия. Локтями, цепляемся локтями, толкаемся по лягушечьи и выходим на лед. Нужно откатиться от промоины подальше. Уравновесить дыхание, дышать. Дышать, концентрируемся на том, чтобы у нас было четкое понимание происходящих процессов. Подниматься резко нельзя, можно встать медленно. Контроль ситуации, контроль состояния. Все вижу, все слышу, все понимаю. Встаем на одно колено. Дышим, уравновешиваем дыхание. Все хорошо, все спокойно. Встаем на другую ногу. Дышим. Вы выбрались, но это еще не все. Борьба за жизнь только начинается.